В лесу, вдалеке от цивилизации, жила одна старушка по имени Эльза. Она потеряла мужа много лет назад и с тех пор жила в полном одиночестве. Домик, в котором она обитала, был старым и скромным, но в нем царила теплая и дружелюбная атмосфера. Эльза любила гулять по летнему лесу, с удовольствием собирая грибы и ягоды. Несмотря на свое одиночество, она никогда не чувствовала себя одинокой. Недалеко от леса, где жила Эльза, находилась маленькая деревня с несколькими домами. Туда старушка ходила в магазин за покупками. Однажды, когда Эльза вышла на прогулку по лесу, она услышала слабый плач. Заинтригованная, она последовала за звуком и вскоре обнаружила маленького волчонка. Он явно заблудился, и ему требовалась помощь. Его лапка кровоточила. Волчонок был худым и изможденным, а его глаза были полны страха. Без колебаний Эльза решила приютить его и дать ему новый дом. Она назвала его Чарли и заботилась о нем как о собственном ребенке. Эльза кормила его, ласкала и учила правилам жизни в лесу. Чарли рос и превращался в могучего волка, который всегда был рядом с Эльзой, охраняя ее и даря свою преданность и любовь. Однако вскоре в лесу произошло неприятное событие. Группа сбежавших зеков, ищущих убежище, узнала о домике старушки и решила ограбить ее. Они надеялись на легкий заработок, предполагая, что беззащитная и одинокая старушка будет легкой добычей. Но те, кто злобно планировал навредить Эльзе и ограбить ее, не знали о Чарли. Когда зеки приблизились к дому, Чарли почувствовал опасность и моментально встал на защиту своей хозяйки. Зеки ворвались в дом, надеясь увидеть только беззащитную старушку, но вместо этого им встретился грозный и мощный волк. Напуганные, они попытались отползти, но Чарли был быстрее. С грозным рыком и острыми зубами он атаковал их. Преступники не смогли справиться с его мощью и силой и вскоре поняли, что их план провалился. Таким образом, благодаря смелости и преданности Чарли, Эльза осталась в безопасности, а их необычная дружба стала символом силы и любви, способной преодолеть любые трудности. Старушка, увидев, как Чарли защищает ее, была ошеломлена. Она никогда не ожидала, что маленький волчонок, которого она приютила, вырастет в такого могучего защитника. Благодаря Чарли она чувствовала себя в безопасности. Зеки, напуганные и в панике, бежали через лес, оставляя свои планы ограбления и надеясь на спасение. Они поняли, что старушка не была одинокой и беззащитной, и что Чарли стал опасным противником. После этого инцидента Чарли и Эльза стали еще ближе. Они жили вместе, защищая друг друга и наслаждаясь теплом и любовью, которые дарили друг другу. Старушка больше не чувствовала себя одинокой, а Чарли нашел дом, где его любят и ценят. Так прошли годы, и их дом стал символом счастья и безопасности. Люди издалека слышали об истории старушки и волка, и они приходили к Эльзе, чтобы услышать эту невероятную историю. Все они уходили, вдохновленные и с уверенностью в том, что на свете всегда найдется место для любви и доброты. Так закончилась история старушки Эльзы и ее волка Чарли. Они жили вместе до самой старости, зная, что их связь непоколебима. Их история стала легендой, продолжающей вдохновлять людей на преодоление трудностей и веру в добро. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.